Всем привет! Мусор – это проблема, которая растет вместе с человечеством. Каждый день мы производим миллионы тонн отходов, и большая их часть оказывается на гигантских свалках. Некоторые из них превратились в настоящие мусорные горы, сравнимые с небоскребами и целыми горами. Эти свалки не только поражают своим масштабом, но и представляют серьезную угрозу для природы и людей. Сегодня вы увидите топ-10 крупнейших свалок мира, которые стали символами экологической катастрофы нашего времени. Газипур – это гигантская свалка в индийском Дели, которую часто называют горой мусора. Ее высота уже превысила 65 метров, что сопоставимо с 20-этажным зданием, и продолжает расти. Каждый день сюда привозят тысячи тонн отходов, а количество мусора настолько велико, что его видно даже издалека, как настоящий искусственный холм. Эта свалка опасна не только своим размером, газы, выделяемые при разложении отходов, периодически воспламеняются, вызывая пожары и густой смрадный дым. Вокруг постоянно летает угроза обрушения мусорных масс, которые уже уносили жизни людей. Газипур стал символом экологической катастрофы. Он показывает, к чему приводит неконтролируемый рост мегаполиса и отсутствие систем переработки. Несмотря на попытки властей ограничить свалку, она продолжает расти, превращаясь в мрачный памятник отходам современной цивилизации. Ахбахблоша – одна из самых печально известных свалок электронных отходов в мире. Она расположена в столице Ганы, Акре, и занимает десятки гектаров земли. Сюда свозят старую технику из Европы, США и Азии. Компьютеры, телефоны, телевизоры и бытовую электронику. Тысячи людей, включая детей, живут за счет переработки этого мусора. Они вручную разбирают приборы, добывая медь и другие металлы. Чтобы быстрее добраться до ценных деталей, пластик и кабели часто поджигают, и воздух наполняется густым ядовитым дымом. Загрязнение здесь достигло катастрофического уровня, почва и вода пропитаны тяжелыми металлами, а жители страдают от тяжелых болезней дыхательной системы и кожи. Ахбахблоши стала символом глобальной экологической несправедливости, когда богатые страны избавляются от отходов за счет здоровья бедных. Алусосан – крупнейшая свалка Африки, расположена прямо в сердце Лагоса. Ее площадь превышает 40 гектаров, а ежедневно сюда свозят более 5000 тонн мусора. Издалека она выглядит как гигантский город из отходов, и для сотен тысяч жителей это место стало частью повседневной жизни. На свалке работают тысячи людей, которые вручную сортируют и перерабатывают отходы, пытаясь заработать на металле, пластике и других материалах. Но вместе с этим они подвергаются смертельной опасности, токсичные газы, постоянные пожары и грязные источные воды отравляют воздух и почву вокруг. Алусосан – это не свалка, а целый мир, где сочетается нищета, выживание и экологическая катастрофа. Деонар – это самая старая и одна из крупнейших свалок Индии, расположенная в Мумбаи. Она существует с 1927 года и давно превратилась в настоящую мусорную гору. Ее площадь превышает 130 гектаров, а высота отходов в некоторых местах достигает более 40 метров. Каждый день сюда привозят тысячи тонн мусора, и масштабы настолько огромны, что свалку видно даже со спутников. Деонар известна своими пожарами. Горящие отходы выделяют густой токсичный дым, который накрывает Мумбаи и вызывает рост заболеваний дыхательных путей у миллионов жителей. Для многих бедных семей свалка стала местом работы. Люди перерабатывают мусор в поисках пластика и металлов, но за это они расплачиваются здоровьем и низкой продолжительностью жизни. Деонар – яркое напоминание о том, что без эффективной переработки отходов мегаполисы превращаются в опасные ловушки для своих жителей. Дели – один из самых густонаселенных городов планеты. Его главная проблема – гигантские свалки. В столице Индии есть несколько огромных мусорных полигонов – Газипур, Бхаслава и Охла. Каждый из них вырос до размеров настоящих мусорных гор, возвышающихся над городом. Эти свалки принимают тысячи тонн отходов ежедневно, и их объем давно превысил допустимые нормы. Высота некоторых достигает десятки метров, что делает их сравнимыми с многоэтажными зданиями. Здесь часто случаются пожары, выделяются ядовитые газы и обрушиваются масса отходов, представляя смертельную опасность для окружающих. Свалки Дели стали символом экологического кризиса мегаполиса. Они наглядно показывают, что без современных технологий переработки и строгого контроля даже столица может превратиться в заложницу собственных отходов. Малагрота – крупнейшая свалка Европы, расположенная в Риме. Она занимала площадь более 240 гектаров и десятилетиями считалась главным местом утилизации отходов в итальянской столице. Ежедневно сюда свозили до 5000 тонн отходов, и свалка разрасталась до масштабов целого района. Несмотря на свой официальный статус, Малагрота часто становилась объектом скандалов. Экологи обвиняли ее в загрязнении воздуха и грунтовых вод токсическими веществами. Жители близлежащих районов страдали от смрада и повышенного риска заболеваний. В 2013 году свалку официально закрыли, но проблема не исчезла. Миллионы тонн отходов до сих пор лежат здесь, а Рим все еще ищет решения для переработки мусора. Пуэнте-Хиллз – крупнейшая свалка в Соединенных Штатах, расположенная в Калифорнии недалеко от Лос-Анджелеса.
Она начала работу в 1957 году и за десятилетия превратилась в настоящий мусорный холм высотой более 150 метров. На пике своей деятельности сюда ежедневно свозились выше 12 тонн отходов, обслуживая десятки городов округа Лос-Анджелес. Масштабы Пуэнте-Хиллз были настолько огромными, что свалка стала своеобразным мегаполигоном, который обеспечивал утилизацию мусора миллионов людей. В 2013 году свалку закрыли для новых отходов, но ее территория остается гигантским напоминанием о проблеме отходов в США. Сегодня здесь реализуют проекты для рекультивации земли и использованию метана для выработки электроэнергии. Пуэнте-Хиллз – пример того, как мусор можно переработать в ресурс, но и сигнал о том, насколько быстро города производят отходы. Лаоган – крупнейшая свалка Азии и одна из самых больших в мире. Она находится недалеко от Шанхая и принимает колоссальный объем отходов мегаполиса. Ежедневно сюда свозят десятки тысяч тонн мусора. И по своим масштабам Лаоган больше похожа на целый город из отходов. Ее площадь превышает 1000 гектаров, и она играет ключевую роль в системе утилизации отходов Шанхая. В отличие от многих других свалок мира, здесь внедряются современные технологии. Часть мусора перерабатывают, а из свалочного газа производят электроэнергию. Но даже при этом масштабы отходов остаются огромной проблемой. Лаоган – это символ того, как быстро растут города, и насколько сложно справиться с миллионами тонн мусора, которые производят их жители каждый день. Бордо-Паньет – крупнейшая свалка Латинской Америки, расположенная в Мехико. Ее площадь превышала 600 гектаров, а ежедневно сюда привозили до 12 тысяч тонн отходов. В итоге свалка превратилась в гигантский мусорный ландшафт, видимый даже с воздуха. Несмотря на то, что официально Бордо-Паньет закрыли в 2011 году, миллионы тонн отходов так и остались на ее территории. Место превратилось в экологическую проблему. Ядовитые газы, сточные воды и постоянный смрад продолжали отравлять жизнь горожанам. Сегодня здесь реализуют проекты по переработке отходов и добыче метана для производства электроэнергии. Но Бордо-Паньет до сих пор остается мрачным напоминанием о том, что мегаполисы производят мусор быстрее, чем находят способы его утилизировать. Сулаибия в Кувейте – это крупнейшее в мире кладбище шин. Здесь собрано более 40 миллионов покрышек, которые занимают территорию в несколько квадратных километров. Из космоса это место похоже на темное море, состоящее из резиновых волн. Главная опасность таких свалок – пожары. Шины горят медленно, выделяя густой черный дым и токсичные вещества, которые отравляют воздух на многие километры вокруг. В Сулаибии такие пожары уже происходили и тушили их неделями. Эта свалка стала символом глобальной проблемы утилизации автомобильных шин. Она показывает, что даже современным странам трудно справиться с последствиями массового автопрома, когда миллионы машин каждый год превращаются в миллионы тонн отходов. Мы посмотрели на 10 крупнейших свалок мира, и каждая из них – это предупреждение. Наши отходы растут быстрее, чем мы успеваем их перерабатывать. Эти мусорные гиганты показывают, что проблема касается каждого человека на Земле. Чтобы будущее не превратилось в сплошную свалку, важно менять привычки уже сегодня. А если хотите узнать еще больше шокирующих фактов о нашей планете, подписывайтесь на канал и ждите новые выпуски. Самое интересное еще впереди. До встречи в следующем ролике.